Доброго времени суток, сталкеры! В этом отчасти творческом и, наверное, нейтральном ролике я хотел бы озвучить свое видение о том, чего не хватает в игре подобной тематики, а также о желаниях игроков, которые действительно можно отнести к людям, ценящих сталкерскую вселенную и атмосферу. На сегодняшний день в игре существует ряд аномалий, которые лично для меня, как для простого среднего игрока, не представляют или почти не представляют никакой опасности. Вся реализация возможной опасности у этих аномалий практически сводится только к плотности их размещения на определенных участках местности. Явным понятным примером может служить локация Тунгуска, где все неудобство с прохождением некоторых участков связано из-за количественного и плотного размещения той же зеленки на болотистой местности и микроволновки недалеко от проводника в локацию Аэропорт. На мой взгляд, пусть в игре плотность аномалий на участках была бы ниже, но эти аномалии вызывали бы у игрока настоящее чувство опасности и тревоги. Например, пусть это была бы та же самая комариная плешь из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», которая бы прогрессивно тормозила движение игрока, как только он в нее попал, а при более глубоком заходе в нее сталкера неминуемо бы ждала гибель. Также можно было бы реализовать аномалии, которые выдавали бы себя только по резкому изменению внешнего вида растительности и почвы, и которые также бы периодически меняли свое местонахождение. Сколько ни кидай ты в нее камни, аномалия себя не выдаст. Реализация подобного вида аномалий заставила бы сталкера хоть немного уже начать думать головой и проявлять внимательность, а не бежать сломя головы и на автомате перед собой кидать камни. Я вообще, например, камнями почти не пользуюсь, так как за годы игры выучил расположение многих аномалий и хожу по знакомым мне тропам. В повести «Пикник на обочине» имеется аномалия под названием серебристая паутина, которая схожа по внешнему виду с обычной паутиной и которую не так просто заметить. Мне кажется, подобная статичная аномалия была бы очень даже уместна среди разного рода построек, в домах или у стволов деревьев. Для справки или просто интереса, думаю, стоит рассказать, что же из себя на самом деле представляет данная аномалия тем людям, которые не знакомы с этой повестью. Серебристая паутина впервые была замечена сталкером по прозвищу Ред при очередной ходке в зону с группой ученых из 2 человек. К сведению, данные ученые были отнюдь не сталкерами и мало себе представляли, какие опасности их могут поджидать. При прибытии на искомый объект и изучении территории сталкером Редом в гараже была замечена данная паутина, которая представляла из себя тонкие блестящие нити неизвестного происхождения. Прочность нитей была сопоставима с прочностью обычной паучьей паутины. Пока сталкер изучал данную аномалию, из-за невнимательности в нее угодил один из ученых, который прошел сквозь нее и при этом ничего не заметил. В тот момент сталкер Ред от волнения не смог ничего сказать и остановить напарника. Скрыто осмотрев ученого на защитном костюме, он не обнаружил никаких повреждений, поэтому решил умолчать об этом инциденте. После выхода из зоны и прибытия на базу молодой ученый внезапно скончался. Причиной смерти стал разрыв сердца без каких-либо предшествующих признаков. Неплохо также бы было добавить динамики некоторым аномалиям и более интересных анимаций. Например, сделать некоторые аномалии блуждающими, как, например, сделали это с несколькими катапультами, которые располагаются рядом с многоэтажными домами недалеко от входа в Любич. Также добавить аномалии, которые бы начинали приближаться к игроку и даже некоторое время его преследовать, если сталкер прошел рядом с подобной аномалией. Вообще, надо бы уже давно улучшить взаимодействие аномалий с мутантами. В настоящий момент аномалии не имеют никакого влияния на NPC-модели. Мутанты спокойно проходят сквозь них, а могли бы, например, хотя бы обходить их, или даже иногда попадать в ту же катапульту, которая подкидывала бы мутанта и пусть не разрывала бы его на части, но из которого бы при этом издавался жалобный рев, брызгала кровь и летели лохмотья шерсти.
Вот такой я, маньяк. И все вышесказанное мной давно уже получило реализацию во многих подобных проектах. Возьмите, к примеру, пусть ту же еще содержащую в себе много недоделок вселенную Will to Live Online, разработчики которой, на мой взгляд, лицемерно вешают на уши лапшу своим игрокам, говоря, что их проект со сталкерством не имеет ничего общего, но которые отлично при этом понимают, что их успех был бы минимальным, если бы они тютелька в тютельку не слезали кучу вещей с оригинального Сталкера и из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Это и встречающаяся комариная плешь. Это некое подобие мясорубки, которая имеет влияние на мутантов. Жгучий пух и ржавая мочала, часто встречающиеся в разных пещерах и бункере симбионта. И даже та самая серебристая паутина из оригинальной повести, которой даже нет в игре, имеющей название Сталкер, но которая реализована в проекте, который, со слов разработчиков, к сталкерству не относится. И перечислять, что в данном проекте слизано с оригинального Сталкера и рассказов Стругацких, можно до посинения. К чему я привел такой пример? Да к тому, что в онлайн-игре, которая гордо носит в себе название Сталкер, этого нет. А в проекте, который к Сталкеру никак не относится, это получило свою реализацию. На мой взгляд, это не только несправедливо, это стыдоба разработчиков проекта Stalker Online и плевок в самих сталкеров, поэтому прошу над этим задуматься. На этом я закончу первую часть своего творческого и нейтрального ролика. Вторая часть будет посвящена мутантам аномальной. Благодарю за внимание, для вас вещал Плохой Игрок.